Терренс Ховард собирается приоткрыть завесу тайны шестилетней давности, которую человечество пыталось разгадать на протяжении тысячелетий. То, что мы собираемся раскрыть, не просто удивительно, но и преобразует мир. Так что сиди смирно и давай погрузимся в процесс. Я хочу, чтобы вы, ребята, узнали о секрете 600-летней давности. 6000 лет человечество пыталось разгадать эту маленькую штуку, называемую цветком жизни. Ребята, вы когда-нибудь видели это раньше? Теперь вы знаете, что это один из древнейших символов в истории человечества, не так ли? Этот символ был найден в храме Осириса в Египте, и он был молекулярно выжжен на стене. Ему 6000 лет. Этот же символ был найден в запретных храмах в Китае. Он находится под собаками фу-фу, а на нем изображен цветок лотоса. Жизнь, утверждая, что тот, кто управлял этим цветком жизни, управлял Вселенной. В этом цветке жизни были тайны, на раскрытие которых да Винчи потратил всю свою жизнь. В этом цветке жизни были секреты, которые Ньютон всю свою жизнь пытался раскрыть. Это те же самые секреты, которые отчаянно пытался раскрыть Пифагор. Но их проблема заключалась в том, что они продолжали видеть это в двухмерном пространстве. Они не могли вывести это из этой двумерной рамки, и в результате они застряли в этой плоскости, плоской плоскости. Теперь то, что да Винчи и все остальные хотели сделать, они пытались найти способ оживить этот цветок, потому что то, что есть внутри этого... Ну что же, очевидно, внутри этого цветка были какие-то секреты. Это формы. Они держали Макурбу и все остальные предметы подальше от него. Но их ввело в заблуждение то, что, по-моему, называется прямой линией. Ребята, вы верите в прямые линии? Вы верите, что во Вселенной есть прямые линии? Ну что же, давай я тебя чем-нибудь стукну. Вся энергия во Вселенной выражается в чем? Она находится в движении. Если что-то неподвижно, то энергии нет. Это кинетическая энергия, верно? В чем выражается любое движение? Посмотри на галактики. Они выражаются прямыми линиями, они выражаются вихрями. Все вихри выражаются чем? Волнами. Все волны изогнуты. Покажи мне прямую линию в природе. Покажи мне, откуда берутся платоновы твердые тела. Где они находятся в нашей Вселенной? Есть ли здесь какие-нибудь прямые линии? Если вы посмотрите на что-нибудь, то увидите, что прямых линий там нет. Вот в чем была ошибка. Мы смотрели на эти прямые линии, на этот евклидовский способ мышления и упускали из виду кривизну природы. Вот мы и вернулись к вопросу о кривизне природы. И у тебя есть все эти маленькие кусочки. Так вот, это всегда была информационная система. Так что сравните некоторые из этих моментов, выделите точку здесь и скажите, ну, а какое расстояние находится между всеми этими вещами. Теперь они сказали, что все промежуточные пространства, если это Земля, а это Луна, находятся прямо здесь. Все это промежуточное пространство, пространство заполнено чем? Это пустота. В пустоте ничего нет. Ну что же, я обнаружил, что в пустоте что-то есть. Элементарные фундаментальные частицы, которые они искали на коллайдере ЦЕРНа, коллайдере Хедрона и в ЦЕРНе, я обнаружил, что их энергетические сигнатуры идеально совпадают с некоторыми фрагментами, которые мне удалось извлечь отсюда. Увлекательная речь Терренса Ховарда о цветке жизни не только погружает нас в мир древних тайн, но и побуждает к глубокому переосмыслению геометрических представлений. Его утверждения, далекие от простых спекуляций, находят отклик во множестве исторических, научных и философских контекстов. По мере того, как мы углубляемся в тайну цветка жизни шестилетней давности, мы раскрываем путешествие, которое переплетается с поисками великих умов, таких как да Винчи, Ньютон и другие. Пифагор с современным переосмыслением геометрии. Цветок жизни – сложный символ, состоящий из множества равномерно расположенных, перекрывающих друг друга кругов. Это нечто большее, чем просто завораживающий рисунок. Это портал в древнее понимание Вселенной. Его присутствие в храме Осириса в Египте и в скрытых храмах под бдительным присмотром собак Фу в Китае свидетельствует о всеобщем почитании. Этот символ, который, как полагают, представляет фундаментальные формы пространства и времени, является визуальным выражением связей, которые жизнь связывает со всеми живыми существами, намекая на основополагающее единство космоса. Восхищение Терренса Ховарда этим символом не единичное явление. История рассказывает нам о великих умах, которые также размышляли над его значением. Леонардо да Винчи, эрудит эпохи Возрождения, известен своими обширными исследованиями цветка жизни. Эскизы да Винчи показывают его восхищение геометрическим совершенством и потенциалом раскрыть тайны Вселенной. Точно так же сэр Исаак Ньютон в своем стремлении понять гравитационную силу в механике космоса углубился в древние знания и символы, включая цветок жизни.
Это наводит на мысль, что знаменитое открытие Ньютоном силы тяжести было частью более масштабного стремления расшифровать космическую загадку, заключенную в древних символах. Пифагор, греческий математик, также путешествовал по этим мистическим царствам, используя геометрические принципы для понимания гармонии музыки и структуры Вселенной. Но что блестяще подчеркивает Говард, так это ограниченность, с которой столкнулись эти великие умы, их ограниченность двухмерными перспективами. Несмотря на всю их гениальность, они пытались понять глубину символа, не в силах полностью превзойти его плоскостное представление. Именно здесь критика традиционной евклидовой геометрии Говардом открывает новый путь к пониманию. Евклидова геометрия, лежащая в основе большей части нашего математического и научного понимания, фокусируется на плоских двумерных плоскостях. Однако, как красноречиво указывает Говард, Вселенная не ограничивается плоскостью. Это танец изгибов, волн и многомерных форм. Цветок жизни таким образом становится ключом к пониманию кривизны природы. Когда мы смотрим на спирали галактик или на замысловатые узоры раковины Наутилуса, мы видим не прямые линии, а изгибы. Осознание этого факта имеет глубокие последствия. Это наводит на мысль, что Вселенная функционирует не только в плоских и линейных измерениях, но и в измерениях, которые, возможно, пытались создать ее предки. Общайтесь с помощью таких символов, как цветок жизни. Речь Говарда перекликается с современным научным пониманием Вселенной. Искривленный пространственно-временной континуум, фундаментальная концепция теории относительности Эйнштейна, перекликается с этой древней мудростью. Искривление пространства и времени вокруг массивных объектов, таких как звезды и галактики, не только теоретически, но и наблюдаемо. Искривление света вокруг массивных объектов, известное как гравитационное линзирование, является свидетельством искривленной природы Вселенной. Более того, идеи Говарда находят параллели в области квантовой физики. Неуловимая природа элементарных частиц, их существование скорее в вероятностном, чем в определенном положении, согласуется с идеей Вселенной, находящейся за пределами прямых линий и предсказуемых траекторий. Именно здесь теория Говарда о поиске чего-либо в пустоте становится особенно интригующей. Пустота, которую часто называют пустым пространством, может быть изобиловать этими фундаментальными частицами, невидимыми нитями, сплетающими ткань Вселенной. Цветок жизни таким образом является не просто древним символом, но олицетворением глубочайших тайн Вселенной. Секрет, которому 6000 лет, заключается не только в геометрическом узоре, но и в самой природе реальности. Это символ, который преодолел тысячелетия, преодолев пропасть между древней мудростью и современным научным пониманием. Я потратил 45 лет на изучение этих вещей и пытался понять, что же на самом деле представляет собой Вселенная. Как же она на самом деле работает? И мы пришли к выводу, что Вселенная, они отказываются от стандартной модели идей о черных дырах в темной материи в пользу электрической модели Вселенной. Есть тонны документов, в которых да Винчи работает над цветком жизни и пытается разгадать его тайну. Но в каждом отдельном случае, в каждом отдельном примере вы видите, как он проводит прямые линии и пытается заставить эти прямые линии изгибаться, и поэтому он так и не смог раскрыть его. Потому что вся Вселенная искривлена, все пространство искривлено. И в результате того, что я делал, пытаясь найти эти прямые линии, я отказался от идеи прямой линии. Кратчайшее расстояние между двумя точками – это искривленное пространство, потому что вы не можете проложить себе прямой путь в пространстве. Даже электричество, перемещаясь из южной плоскости в северную, всегда движется на северо-восток в своем направлении. А магнетизм, расширяясь, движется на юго-запад. Вот это и есть вращение. Именно так ты всегда узнаешь, магнетизм это или электричество. Все дело в вращении. Это северо-восток или юго-запад. Но когда я пытался определить границы, это позволило мне увидеть, что все это находится между ними. То, с чем мы имеем дело, это вот эти лепестки. Все человечество имело дело с этими лепестками. Но есть ли другие формы, которые мы постоянно игнорировали? Ну что же, эти другие формы были промежуточными пространствами. Именно они заполняли космический вакуум. И все эти частицы, которые у меня есть, я думаю, являются полным доказательством этого. И это также является полным доказательством аргумента о частице-волне. Опираясь на глубокие идеи Терренса Говарда об энергии и движении, мы отправляемся в путешествие, чтобы разгадать скрытый язык Вселенной. Язык, выраженный не прямыми линиями, а динамическими паттернами и непрерывным движением.
Это исследование вводит нас в область современной физики, где понятия энергии и движения понимаются не как линейные траектории, а как сложное взаимодействие сил и полей. В основе этого исследования лежит фундаментальный принцип, согласно которому вся энергия во Вселенной находится в постоянном движении. Это движение проявляется в виде вихрей, волн и спиралей, а не прямых линий. Современная физика, изучающая галактики и небесные тела, подтверждает это немногочисленное утверждение. Галактики располагаются не по прямым траекториям, а по закрученным спиралям и эллиптическим орбитам, что повторяет структуру спирали ДНК и спиралевидных рукавов ураганов. Точка зрения Говарда глубоко перекликается с этой точкой зрения, предлагая универсальную модель движения и энергии, которая является изогнутой и циклической. Корпускулярно-волновой дуализм в квантовой механике – концепция, которая рассматривает частицы как дискретные сущности и вероятностные волны. Еще раз иллюстрирует этот отход от прямолинейного мышления. Эта двойственность бросает вызов нашему традиционному пониманию движения и траектории, предполагая, что на фундаментальном уровне Вселенная выражает себя в вероятностях и шаблоны, которые определяют простую категоризацию. Двигаясь от макрокосмического к микрокосмическому, мы исследуем изгибы природы в поисках сути Вселенной. В этой главе рассказывается о том, как мир природы воплощает в себе искривленную нелинейную геометрию, которую подчеркивает Говард. Природа изобилует изгибами и спиралями, от величественного течения рек до изящного изгиба листьев папоротника. Эти узоры не являются произвольными, а подчиняются математическим принципам, таким как фрактальная геометрия и последовательность Фибоначчи. Фрактальная геометрия с ее самовоспроизводящимися узорами открывает окно в бесконечную сложность природы. Эти фракталы проявляются в ветвлении деревьев, структуре снежинок и резких очертаниях горных хребтов. Последовательность Фибоначчи, еще одна математическая закономерность, проявляется в расположении семян подсолнуха, спиралях раковины улитки и пропорциях человеческого тела. Эти закономерности раскрывают скрытый порядок в природе, порядок, который выходит за рамки прямых линий евклидовой геометрии. Точка зрения Говарда на отсутствие прямых линий в природе согласуется с этими наблюдениями. Распознавая изогнутые и рекурсивные закономерности, которые управляют миром природы, мы получаем представление о сущности Вселенной. Эти закономерности не просто совпадения, они отражают более глубокие универсальные принципы, которые управляют ростом, структурой и движением всего сущего в космосе. По мере того, как мы углубляемся в это исследование, мы готовимся столкнуться с концепцией, которая еще больше бросает вызов нашему традиционному пониманию математики и ее применению к физическому миру. Мир. Терренс Ховард в своей проникновенной речи знакомит нас с захватывающим аспектом этого скрытого порядка – концепцией математических циклов. Это интригующая идея, иллюстрируемая циклическим поведением квадратного корня из двух, раскрывает неожиданную и кажущуюся парадоксальной природу математических операций. Но все эти волновые сопряжения, все эти состояния имеют значение, все эти вещи имеют значение. Есть время, пришло время это изменить сейчас же. Мы изменили все наши здания, чтобы они были аэродинамическими. Наши самолеты больше не основаны на двумерном евклидовом образе жизни. Но наша математика по-прежнему основана на двумерном подходе. И я думаю, что для того, чтобы мы могли заглянуть в будущее, мы должны изучить это. Ребята, вы знаете о циклах в математике? Вы верите в циклы? Знаете ли вы, как извлечь квадратный корень из двух? Как вы думаете, это и есть цикл? Верите ли вы, что квадратный корень из двух равен квадратному корню из двух? Тогда я хочу, чтобы вы все на минутку достали свои телефоны. Мы собираемся сделать одну вещь. Положите их на калькулятор и поверните его в сторону, чтобы вы могли извлечь из него все длинные числа. А теперь я хочу, чтобы вы сложили 2 и извлекли из этого квадратный корень. 2, извлеки квадратный корень. У тебя получится 1,414 миллиона 213 562 миллиона 373 095 точка, верно? А теперь я хочу, чтобы вы, ребята, оказали мне услугу. Разрежьте это на кубики. Вот здесь будет видно, что это число умножается на 3. Оно будет отображать 2,8 миллиона 284 271 2 миллиона 174 6 190. Теперь в этом есть смысл. Я хочу, чтобы вы, ребята, оказали мне услугу. Разделите это на 2, получите это число, снова сложите в куб, разделите на 2, снова сложите в куб. И я хочу, чтобы вы делали это до конца своих дней. И это число все равно будет равно 2,8 284 271 274 6190. Любое другое число, которое вы добавите к этому, вы получите. Сложите, и вы получите куб и квадрат и разделите на 2. К шестой операции это число выросло в геометрическую прогрессию, которую ты даже представить себе не можешь. Любое число меньше 2, с которым ты проделаешь ту же операцию, превратится в экспоненциально малую величину.
Это то, что мы называем циклом. Это нелогично. В этом нет смысла, и математика не имеет смысла. Вот некоторые вещи, которые я выдвигаю на первый план и которые я хотел бы подвергнуть сомнению. Я хотел бы провести ревизию математики, мира математики, и я хотел бы провести ревизию того, как мы рассматриваем Платоновы твердые тела. Потому что я думаю, что новые волновые сопряжения расскажут историю лучше о том, как устроен наш мир. Речь Терренса Говарда приобретает интригующий оборот, когда он углубляется в концепцию математических циклов, бросая вызов нашему традиционному пониманию математики и ее применению к физическому миру. Его пример с использованием квадратного корня из двух не только увлекает, но и приглашает нас пересмотреть основополагающие принципы математики, которые мы знаем. Часто воспринимаю это как должное. Призыв Говарда провести аудит математики – это нечто большее, чем просто предложение. Это приглашение отправиться в путешествие открытий и переоценки самой основы математического понимания. На своем примере Говард демонстрирует увлекательную петлю с квадратным корнем из двух. Непрерывно складывая результат в куб и деля его на 2, мы получаем постоянное значение 2,828 427 217 46 190. Это явление, как указывает Говард, противоречит нашим ожиданиям от математических операций, когда мы ожидаем изменения или скорее прогрессии, чем замкнутый круг. Этот цикл не просто любопытный числовой эксперимент. Он отражает более глубокий, возможно, фундаментальный аспект математической реальности, который был упущен из виду или неправильно понят в традиционной евклидовой математике. Исследование Говардом этих циклов намекает на более широкий и глубокий подтекст. Наше понимание математики и ее связи с физическим миром может быть ограниченным или даже ошибочным. Он предполагает, что точно так же, как мы адаптировали наши здания и самолеты, чтобы они были более аэродинамичными, отходя от двумерных моделей, проекты, возможно, пришло время и нашей математики эволюционировать. Эта эволюция означала бы принятие концепций, которые могут показаться нелогичными или противоречащими здравому смыслу, таких как математические циклы, и интеграцию их в наше понимание Вселенной. Важность призыва Говарда к переоценке платоновых тел и их роли в понимании Вселенной невозможно переоценить. Платоновы тела тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр занимали центральное место в классической геометрии и философии, символизируя элементы огня, земли, воздуха, воды и космос. Однако Говард предполагает, что в этих формах может быть нечто большее, чем кажется на первый взгляд, особенно если рассматривать это через призму волновых сопряжений и математических циклов. Эта перспектива согласуется с формирующейся областью квантовой геометрии, где традиционные правила евклидовой геометрии уступают место более динамичному и сложному пониманию о формах и структурах на квантовом уровне. В этой области поведение частиц и взаимодействий не может быть полностью объяснено прямыми линиями и плоскостями. Вместо этого они демонстрируют поведение, которое лучше понять с помощью таких концепций, как математические циклы Говарда, где значения повторяются сами по себе способами, которые не поддаются традиционному пониманию. Вызов, брошенный Говардом миру математики, это не просто математический запрос, это философское и научное утверждение. Оно требует пересмотра фундаментальных принципов, которые управляют нашим пониманием реальности, подвергая сомнению обоснованность и полноту современных математических подходов. Говард выступает за смену парадигмы, которая могла бы привести к более глубокому и точному пониманию Вселенной. По сути, речь Терренса Ховарда является катализатором для более широкого обсуждения природы реальности, математики и нашего восприятия Вселенной. Его понимание математических циклов и квадратного корня из двух открывает путь к исследованию Вселенной способами, выходящими за рамки традиционных границ. Они приглашают нас рассмотреть возможность того, что Вселенная гораздо более сложна и взаимосвязана, чем мы предполагали ранее. Продолжая исследовать эти идеи, мы можем обнаружить, что ответы на некоторые из величайших загадок Вселенной лежат не в прямых линиях и плоских плоскостях древности, а в петлях, кривых и многомерных пространствах нового математического понимания. Наша планета удаляется от Солнца со скоростью 6 дюймов в год. Вы, ребята, это знаете. Наша планета удаляется от Солнца на 15 сантиметров в год. Таким образом, менее чем через полмиллиарда лет наша планета выйдет из зоны Златовласки и окажется где-то рядом с Марсом, где-то на полпути между ними. Таким образом, жизнь на этой планете больше не сможет поддерживаться. Так что если мы хотим выжить как биологический вид, мы должны стать межзвездными.
Ты должен стать не просто межпланетным, ты должен стать межзвездным. Но если говорить приблизительно, то ты не можешь стать межзвездным. Ты не можешь стать межзвездным с точкой, которая приведет тебя прямо сюда, когда реальное событие происходит здесь, когда ты пролетаешь 600 квадриллионов миль. Ты не можешь ошибиться. Тебе нужна точность. Именно в этом и заключается суть математики. Эти фрагменты предсказывают естественное распределение материи и распределение того, где ты можешь оказаться в этом пространстве. И я уверен, что это стоит за этим. Я работал над этим 40 лет и думаю, что все готово. Сейчас, когда мы завершаем это невероятное путешествие, становится ясно, что Терренс Ховард вполне возможно сам по себе гений. Его прозрения открыли нам глаза на возможности, которые мы и представить себе не могли, побуждая нас мыслить глубже и смотреть за пределы очевидного. Видение его в новом свете, как дальновидного мыслителя, вселяет в меня надежду. Это говорит о том, что человечество с его бесконечным любопытством и способностью к пониманию находится на пороге новых революционных открытий. Страсть и интеллект Терренса напоминают нам о том, что у каждого из нас есть потенциал раскрыть секреты Вселенной, раздвигая границы того, что, по нашему мнению, возможно. Так давайте же нести вперед искру вдохновения, подпитываемую обещаниями того, чего может достичь человечество.